Добрый день, это «После новостей». Меня зовут Лена Наркунайте. Пентагон по указанию президента Трампа рассекретил документы о неопознанных аномальных явлениях. Эта публикация стала ответом на требования американских конгрессменов обеспечить прозрачность архивов по НЛО. О неопознанных объектах поговорим сегодня с директором Русской уфологической исследовательской станции Николаем Субботиным. Здравствуйте. И физиком, доцентом Сибирского федерального университета, автором книги «Охота за НЛО» Павлом Полуяном. Здравствуйте. Добрый день, спасибо, что пришли. И давайте, наверное, начнем с главного вопроса. Что, на ваш взгляд, самое интересное в рассекреченных документах? Если говорить честно, это мусор информационный, потому что документы были опубликованы на сайтах ЦРУ, на сайтах ФБР. Они давно уже есть в руках исследователей. Единственное, что меня заинтересовало, внимательный исследователь увидит номера дел на папках ФБР. Последнее дело заканчивается где-то 440. А из этого всего архива опубликовали только 15 или 16 томов. Я хочу как альтернативу привести пример. Вышла в конце прошлого века книга Брюса Маккаби, это известный исследователь НЛО. Книга называлась «НЛО и ФБР». Тогда как раз рассекретили по закону о свободе информации. Там идет документ ФБР, рапорт агента или там опрос свидетеля, комментарий Брюса Маккаби. И там, начиная с Розуэльского инцидента, вот все четко прописано и прокомментировано. А что это за инцидент? Позвольте уточнить. Розуэльский инцидент, когда летающая тарелка разбилась. То есть это когда первые летающие тарелки испытывались, это же секретный военный проект, связанный с летающими устройствами, основанными на высокочастотной вибрации. В 1947 году произошла катастрофа такого аппарата. Его подняли, увезли на базу, но это стало достоянием гласности. Его потом постоянно пытались интерпретировать соответствующие спецслужбы, что это была катастрофа инопланетного корабля. Эту технологию восстановили методом обратного конструирования, и сейчас вот в распоряжении американцев есть настоящая такая вот инопланетная технология. Конечно, а известно, где хранятся эти останки? Есть какая-то информация? Обычно называют зону 51, да, там вот есть военная база. Пентагон закрыл черными квадратами по бокам фото и видеоматериалов все исходные данные, по которым можно было бы высчитать, например, скорость объекта или определить местность, где это происходило. И вопрос к нашим экспертам, зачем это было сделано? Такие данные представляют и стратегический интерес. Когда наблюдатели гражданские видят какой-то объект, 99% это либо испытание какой-то перспективной военной техники, либо атмосферное явление. А когда мы знаем точно, где этот объект наблюдался, для грамотного разведчика эта информация представляет интерес, потому что можно точно определить, где находится та или иная база, где проходит испытание. Есть загадки в опубликованных материалах, и вот одна из самых загадочных объектов — восьмиконечная звезда. Американские военные зафиксировали ее на видео в 2013 году на Ближнем Востоке. Что это могло быть, как вот вы считаете? Такие звездочки каждый сам может сделать, если прищурит глаза и посмотрит на лампочку. Он увидит там лучики, которые уходят вот примерно под такими же углами. А с другой стороны, мы не знаем, что у нас по бокам, какая технические данные. Да. Может быть, это какой-то дополнительный прицел на истребители испытывают. Зачем тогда их рассекречивать? Поддержка да. мифа. Да, это вот неуважение к публике, как будто публика — это вот все специалисты более-менее грамотные к этим публикациям современным относятся очень скептически. Еще одно запоминающееся видео тоже 2013 года. Это огромное продолговатое пятно в воде. Что известно об этом объекте? Знаете, вот я как человек, который долгое время занимается фотографией, сказал бы, что это грязь на линзе, которая подсвечена, кстати, вот боковым источником света. Это... Да, согласен, прилипла какая-то фитюлька. У нас, на самом деле, отечественные материалы-то покруче будут. Я думаю, что это лучшее свидетельство того, что секретным службам есть что скрывать. Я в этом смысле придерживаюсь версии писателя Бакли. Такой американский писатель, по его книжкам фильмы ставились. У него есть книга «Зеленые человечки». Кстати, надо отметить, что Бакли спичрайтер Буша-старшего. Но вот он в юмористической форме рассказывает о том, что летающие тарелки – это секретная военная техника, и что есть специальная служба под названием Majestic 12, которая устраивает
делает, и похищение американцев, и демонстрации понятных объектов. Для чего? Для того, чтобы сформировать у людей представление об инопланетном происхождении вот того, что они видят. Хотя на самом деле это просто секретная военная техника. Я думаю, что Бакли знал, о чем писал, будучи спичрайтером Буша-старшего. А в сети гуляет уже несколько недель фотография, где Трамп стоит с инопланетянином. Понятно, это шуточная фотография. У него все плохо с рейтингами. А что можно сделать? Если ты не можешь сделать политическую карьеру, то вот у нас есть инопланетяне, я выступаю лидером планеты Земля. Как бы не смешно это казалось, но американские граждане по социальным опросам на 50% верят, что что-то есть. Все началось еще в 20-е годы с самолета-зонтика Джеймса Питца, который так подпрыгивал в виде такого зонта, ударял по воздуху, но не взлетал. Потом этот зонт накрыли сверху куполом. В конце 40-х годов в США стали эту технику активно испытывать. Потом пошла вот эта инопланетная версия, ее стали использовать как легенду прикрытия. Сейчас эти аппараты уже не на мембране, а на плазменных двигательных панелях. То есть это плазменные двигатели для атмосферы. Если эти летающие тарелки реально военный проект, который вот испытывался и использовался для шпионских целей, то тогда возникает вопрос, когда его рассекретят. А почему он, кстати, оказался засекреченным? Можно бы же было использовать в гражданке, летать на этих аппаратах, как в автомобилях, но они вредны. Они создают очень мощное микроволновое излучение, которое глушит двигатели ДВС, которое нарушает работу приборов. Но что касается техногенных летающих тарелок с плазменными двигателями, это надо рассекречивать. Но американцы это боятся, потому что, получается, они 70 лет дурачили все человечество. Ну, естественно, это для них будет репутационный ущерб. Поэтому они на это не идут и делают всякие вот реверансы в сторону инопланетных технологий. Американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, неоднократно писали, что значительная часть зафиксированных НЛО оказывается либо китайскими разведывательными дронами, либо воздушным мусором, аэростатами или фрагментами ракетных ступеней. Они попадают в категорию НЛО, потому что существующие радары не могут квалифицировать эти объекты. Но есть видео с камер на шлемах американских летчиков в момент, когда они видели непонятные объекты. Вот, например, кадры, снятые в 2015 году у восточного побережья США. Да это дрон, чувак. Их тут полно. Что на радаре? Ничего себе. Но это ведь не наша цель, да? Нет, не наша. Похоже, только глянь на него. Вращается. Ну вот вопрос тот же, как вы думаете, что это могло быть? Объекты такие действительно наблюдаются. И там есть данные, например, вот с радарных систем, доклады летчиков. Вот идет отчет, что вот он с нуля до 20 тысяч километров в час разгоняется буквально за несколько секунд. Из пилота фарш будет. То есть есть объекты, которые летают с точки зрения нашей физики пока еще непонятно как. Потому что мы так не умеем. Но вот как раз вот в 2015-2016 году вдруг стали появляться аппараты перед американскими истребителями, которые вообще неведомо откуда прилетели. И я думаю, что это либо наши были уже российские, либо китайские аппараты. Если эта технология более-менее известна, то ее, конечно, и наши, и китайцы пробовали использовать. И хотя она, вот, как я сказал, не очень удобная из-за микроволнового излучения и вредная в использовании, но почему бы и нет. Например, в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе в Китае там есть такая же вот база, как бы аналог зоны 51. Китайцы там испытывают вот свои такие и воздушные шары шпионские, и вот такую технику. Более того, я сам видел. Я был на конференции по инновационным технологиям в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе. Это было еще в 2013 году. И вот мы, участники конференции, выходим во двор гостиницы, и перед нами наверху вдруг летит с большой скоростью огромный шар. То есть такое совпадение. Да. Ну, это вот братья-китайцы нам продемонстрировали. Смотрите, вот что мы умеем. Во время Второй мировой войны многие пилоты американских ВВС, это 40-е годы, жаловались на то, что во время боевых полетов их преследуют какие-то шары. Они даже получили название истребителей ФУ, были отражены в рапортах. А если Павел считает, что все это наши какие-то технические средства, ну давайте тогда вернемся в 19 век. Недавно у моего хорошего друга и коллеги
Михаила Гинштейна вышла замечательная книга, где он нашел архивы документов за 18-19 век, рапорты казаков. Именно по российскому сегменту взял, где они описывают вполне себе такие же летающие блюдца, какие-то странные явления. То есть феномен, на самом деле, уходит далеко в прошлое. Объяснить его только информационным прикрытием, крайне сложно. Ну почему же? Вот фуфайтеры, которые во время Второй мировой войны летали, это легко объяснить. Это воздушные шары были, запускали навстречу истребителям американским те же китайские воздушные шарики. Все же прозвучала фраза, у нас видео покруче будет. Это наши друзья-коллеги в поселке Шали снимали на границе. О! О! Прекрасно не болтается. Начало 2000-х, поселок Шаля, Свердловская область, глухомань. И один молодой человек присылает нам информацию, что он снял на камеру вот какое-то странное явление. Мы приехали, проверили, причем проверили настолько хорошо, что информация утекла в СМИ, и к нам через полгода приехали японцы, которые заинтересовались вот этим явлением. Вот тот шарик, который видите, и у нас, и у японцев сразу вызвало сомнение, но очень похоже, что кто-то что-то надул, вот так вот на веревочке таскает. Японцы привезли даже специально 2-метровый гелиевый шар, мы его надували, тоже пытались бегать, надувать. Потом компьютерный анализ сделал, нет. И явление явно японцам дали пленочку, но там невозможно было так смонтировать. И потом, через 2 года, на этом же месте он снимает второй объект. Это видео у меня вызывает сомнения, и я тут скорее скептиком должен был выступить. Киношники делали комбинированные съемки и покруче. Ну и давайте покажем второй артефакт. Ну да, мы условно, называем обломок НЛО, но почему? Неопознан, летал, объект. Обнаружен, предыстория какая? Жители Кольского полуострова в районе Кандалакши в начале 80-х наблюдали, как они это описывали, очень забавно. Бой 2 объектов, какие-то 2 тарелкообразных объекта между собой летали, чуть ли не обменялись выстрелами. Конечно, все это выглядит шутками, но потом один объект упал, куда-то там, что называется, на поверхность Кольского полуострова. Это 2 экспедиции провели, нашли в примерном месте падения, причем нашли интересно, вокруг, а их несколько фрагментов было, это маленькие, вокруг вот этого кусочка растительность где-то на 5 метров была ярко-зеленая, то есть как будто какое-то воздействие на растительность. В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания по неопознанным аномальным явлениям. На них выступил Дэвид Граш, бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки, который в течение нескольких лет официально расследовал тему НЛО для Пентагона. Послушаем фрагмент его показаний, данных под присягой. Верите ли вы, что наше правительство обладает объектами UAP? Безусловно. Я опираюсь на показания более чем 40 свидетелей, собранные в течение 4 лет. Их точное местоположение были предоставлены генеральному инспектору. Если, как упоминалось ранее, вы верите, что у нас есть обломки разбившихся аппаратов, то есть ли у нас тела пилотов, которые ими управляли? В некоторых из извлеченных объектов были обнаружены биоматериалы. Человеческие или нечеловеческие биоматериалы? Нечеловеческие. И это установили люди с прямым доступом к программе, о которой я говорил. Они до сих пор в ней участвуют. Как вы думаете, о каких нечеловеческих биоматериалах из неопознанных объектов может вообще идти речь? Я думаю, компания дезинформация, а он сам по себе, видимо, еще с прибабахом. Ему нравятся все эти, так сказать, игры, ему нравится выступать в Конгрессе. Дэвид Граш также заявил, что в ходе выполнения своих официальных обязанностей он был проинформирован о программе по поиску и извлечению обломков тех неопознанных аномальных объектов, которые потерпели крушение, с целью их последующей сборки. И эта программа якобы существует уже десятки лет. То есть речь фактически идет о реконструкции НЛО. Что известно об этом? Удалось ли что-то собрать? Для военных всегда наблюдение за подобными явлениями представляет вполне себе стратегический интерес. Не просто понять, что летает, там, американцы, китайцы или еще кто-то, а получить технологии для развития национальной безопасности. Почему? Потому что если ты расшифровываешь и можешь понять, как вот эти объекты летают с такими скоростями, совершают такие маневры, и вообще, как они держатся в атмосфере, соответственно, ты можешь
создать, к сожалению, опять более перспективные средства вооружения. Поэтому всегда обратным инжинирингом занимались любые страны. Еще один человек давал показания, и тоже под присягой. Это бывший пилот американского истребителя-бомбардировщика F-18 Райан Грейвс, его имя. И вот он сообщил, что вообще-то военные летчики практически ежедневно наблюдают вот такие объекты, но из-за риска испортить карьеру просто об этом не говорят. Годов, наверное, до 2000-х, если вдруг летчик сообщал, что он наблюдает нечто, этот прибор не зафиксирован, ну, по прилету он отправляется как минимум на медицинскую комиссию. А медицинская комиссия может на год и больше затянуться. Кстати, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Павел Попович рассказывал, что в 1978 году лично видел неопознанный объект, когда летел на гражданском самолете из Москвы в Вашингтон. Давайте послушаем его воспоминания. И вот летим над океаном. Что смотреть, там облака и океан? Нет, вот меня потянуло. Посмотри в иллюминатор. Я посмотрел, и у меня глаза на лоб полезли. Значит, примерно 1,5 километра, как мы оценили от нас, и так градусов 10 чуть выше нас, летит белый равнобедренный треугольник. Я закричал, заорал, к экипажу бросился. На радарах ничего не видно, на самолетных земля ничего не видит. И, значит, определили, что одна сторона примерно около 100 метров. С моей точки зрения, да, это вот типичный случай бельгийские треугольники. В общем, треугольных аппаратов такого типа много наблюдалось. Поясните, я просто уловила, что вот американские, они такие плоские, как тарелки, да, а треугольники — это бельгийские или Это шведские? просто другая модификация. То есть вот тарелки — это модификация, которая была связана в основном с вибрацией мембраны. А потом, когда появились уже вот плазменные двигательные панели, панель — это что-то плоское. Поэтому они, как правило, уже либо, допустим, это у круглой тарелки с боков, так сказать, плоская поверхность, где располагаются эти панели, либо это треугольник, если даже четырехугольники, есть разные такие модификации. Именно Павлу Романовичу Поповичу в 1991 году была передана так называемая «синяя папка КГБ», в которой ни больше, ни меньше был огромный массив рапортов военных, начиная от милиционеров, заканчивая военнослужащими, даже сотрудниками силовых структур, где описываются не просто их наблюдения, а в одном случае даже после условного контакта с неким шаром, который наблюдал военнослужащий, у него начались именно медицинские изменения, вплоть до каких-то ожогов и прочего. Если этот феномен, он наблюдается и военными, и силовыми структурами, учеными, сама проблема, есть ли жизнь на Марсе или нет, она ушла в прошлое. После слушаний в Конгрессе США по НЛО аналогичные публичные обсуждения в 2023 году прошли и в Мексиканском Конгрессе. Там говорили в том числе о том, что НЛО проявляют особый интерес к ядерным объектам. И госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что появление НЛО вблизи засекреченных ядерных объектов лишает его сна. Вообще, что НЛО могут искать в таких местах, как вы считаете? Ну, если это китайские разведывательные аппараты, то собирают какую-то информацию, либо просто дают понять, а вот мы здесь, если надо, в следующий раз прилетим с ядерным зарядом. Так что вот здесь такие взаимодействия, игры между военно-промышленными комплексами крупных держав вполне возможны. Так что, я думаю, Марко Рубио правильно делает, что не спит. Пусть думает. Действительно, некие объекты не просто подлетают к своим шахтным установкам, а еще и неким образом воздействуют. Был очень знаменитый неприятный случай, который чуть не произошел к боевому запуску, сейчас не буду называть где и когда. Для того, чтобы запустить ядерную ракету, на самом деле, шахты, это достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий согласования и введения кодов. Она просто сама не взлетит, кнопку не нажмешь. Так вот, объект, который завис над шахтной пусковой установкой, фактически произвел подготовку к запуску, обойдя систему безопасности и введения кодов, что вызвало очень большой резонанс в закрытой сфере командного состава. Предлагаю перейти к таким, скажем так, вещественным доказательствам. На слушаниях в Конгрессе Мексики также были показаны останки 2 существ. Давайте посмотрим сначала, как это было, и прокомментируем. Сегодня перед вами 2 существа, обнаруженные на территории диатомитовых месторождений в Перу. Перед вами мумии. Результаты анализов на углерод-14
проведенные Национальным автономным университетом Мексики, показали, что этим телам около 1000 лет. То есть речь идет не о существах, найденных в результате крушения НЛО, а о телах, которые находились под землей уже упомянутых месторождений. Несмотря на все это, некоторые профессора 2 других университетов нашей страны заинтересовались этой темой и отправились в город Ика. Как и подобает настоящим ученым, они провели работу и экспериментальные исследования непосредственно на месте событий. Ученые изучили одно из тел, которые были представлены вам сегодня. Его длина 60 сантиметров. На основании его характеристик был сделан предварительный вывод о том, что перед нами гуманоидная рептилия. И это не мое мнение, к данному выводу пришли профессора одного из главных университетов нашей страны. Внутри были обнаружены 3 яйца. Поэтому было проведено секвенирование биополимеров, которое считается безошибочным исследованием. Его можно назвать венцом науки. Как вы можете прокомментировать эти находки? Вот эта перуанская тема с мумией, она очень интересная, на самом деле глубокая и сложная. Есть ряд, условно говоря, антропоморфных мумий, которые вызывают большие вопросы. Мы сейчас не говорим о том, что это что-то инопланетное, но мы можем сказать условно, так осторожно, о, скажем так, неизвестном виде неких существ, которые присутствовали рядом с нами. На самом деле всего лишь 2 показали, а их очень много, порядка 20. Есть пещеры, где вот эти человечки, они просто в огромном количестве сидят. В Советском Союзе тоже были программы по изучению НЛО. СССР обладал собственной засекреченной программой исследований под кодовым названием «Сетка». В ней участвовали Министерство обороны и Академия наук. Что известно о результатах этих исследований? Все говорят про американские файлы, наши-то намного интереснее. В 1978 году программа была принята на вооружение, потому что она состояла из 2 частей, из военной и научной. Почему называется сетка, глобальная сеть наблюдений. На базе всех войсковых частей, которые располагали этнической базой для возможности мониторинга, если что-то наблюдались, обязательно создавали рапорты, записывали. Нужно было понять, что же все-таки над нами летает. Или это наши там товарищи из-за железного занавеса там пытаются нам что-то там похулиганить. Или мы имеем дело с некими аэрокосмическими феноменами. Когда собрана база была, там много чего интересного было, в том числе и прямые контакты, и артефакты. Что такое прямые контакты? Прямые контакты, это вот когда мы с вами сидим за столом, вдруг нам заходят представители инопланетной цивилизации, говорят: товарищи, я вам сейчас расскажу всю правду. Или когда ты напрямую видишь объект. Единственное, в чем беда, в 91 году, когда у нас тут все начало разваливаться в нашей стране, за совершенно смешную сумму, за $2000, самая вкусная часть архива была выкуплена американским журналистом. А выкупили-то как раз ту часть, где описываются технические параметры объектов. Для чего? Для того, чтобы попытаться или обратный инжиниринг сделать, или вот посмотреть, чего у нас летает. Но после анализа всей этой базы примерно 10% случаев остались реально неопознанными. Я думаю, что это очень ценная информация, очень жалко, что она утекла, а то, что она утекла, легко объяснить, потому что американцам, конечно, хотелось, так сказать, ликвидировать этот багаж знаний, который у нас здесь накопили. Я предлагаю посмотреть еще одни архивные кадры. 11 октября 1989 года в программе «Время» был показан сюжет о якобы появившемся НЛО в Воронеже. Давайте посмотрим. И вот мы в этом месте, где, по свидетельству очевидцев, и приземлился неопознанный летательный объект. А вот очевидец. Да, мы испугались. Потом он завис вот над этим деревом. Так. Завис он, дверь открылась, и посмотрел большой человек, 3 метра. Головы не было, плеч тоже, у него было просто такой бугорок. Вот. Вместо головы? Да. Вот отсюда, вот такой. Там было 3 глаза. 2 у него по бокам, а 1 в серединке. Как голова у него не может поворачиваться, так в середине глаз он у него поворачивался. Он мог смотреть вправо, влево, вверх, вниз. Вот. И вместо носа было 2 дырки просто. Как вы думаете, прилетало НЛО в Воронеж? История очень хорошо проверенная, задокументированная. Более того, мы буквально год назад нашли
ребенка, которым уже стал взрослым, записали интервью. Я уверен, да, объект был, потому что там и милиция это наблюдала, и отчеты все есть. Там вот во время приземления контакта вот эти странные существа подходили к самому вот этому дереву и брали пробы какого-то там, в общем, грунта. Мы когда приехали в том году поснимать, пообщаться с очевидцами, у меня дозиметр с собой на счастье оказался. Я думаю, дайте-ка я проверю. Самое, что интересно, до сих пор примерно в этом месте бьется пятно 1,5 на 1,5 метра с превышением где-то в 4-5 ПДК от нормы, то есть где-то 100 микрорентген. С моей точки зрения, да, вероятно, явление было, но это явление было организовано нашими, так сказать, друзьями за железного занавеса именно для того, чтобы здесь вот нам устроить такой спектакль. Если они уж у себя такие спектакли устраивают для американцев, для подтверждения инопланетной легенды. Ну что, наверное, будем заканчивать. Пентагон опубликовал файлы по неопознанным аномальным явлениям с уточнением. Выводы делайте сами. Ну и как здесь не вспомнить слова легендарного персонажа советской комедии лектора Никодилова из «Общества по распространению». Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Да.